Чувак вернулся из Канады в Сомали. Вот счастливая у чувака жизнь начинается. Все прям на полу происходит. Ох, офигеть. Просто акул разделывают на полу. Тут главное не поскользнуться. Она живая. Та живая. И это, они живые. С ума сойти. Поскольку нам сказали сидеть тихо и не придется сидеть тихо и не идут солдаты к нам. Сейчас надо будет спрятать камеру. لم يقضوا ثمن إليه ولا Знаменитые сомалийские пробочки. Все стоит. Все едут кто как хочет. Вот по левой, по правой полосе, по встречке. Еще народ на ослах здесь разъезжает. Так, мы пришли в лагерь беженцев. Тут детишки. Мало-мало меньше. Чувак говорит, что мы не туда зашли. Здесь, конечно, здорово, но есть места и получше. Мы приехали на рынок. Сейчас посмотрим, что здесь продают интересного. Вот, учитесь делать рекламу. Мы потихоньку сходим на рынок, начинается уже такая суета, грязюка. Так, есть какой-то, начинается ад из этих тук-туков. Только нужные вещи. Ну, может, здесь магнитики будут. Да, настоящая сомалийская обжарка кофе. Вот так это происходит. Вот берут зерно и вот обжаривают. Это вам не вот эти вот новомодные все эти там бариста, топориста. Да, вот. Вот настоящий кофе делает. Да, у нас охрана очень переживает, потому что уже становится темно и все нервничают. Охрана вообще такая говорит: идите в отель и сидите в отеле. Ну, мы сказали, что хотим погулять. А народ местный, он здесь нервничает на охрану, говорит: что вы здесь своими стволами машете, идите отсюда. В общем, все так переживают немного, особенно наш проводник, который думает, что если что-то с нами случится, у него больше не будет клиентов, потому что мы оставим плохой отзыв. Слушай, ну смотри, тут прямо это продается и плита, и часы, вон все, что хочешь, огромный магазин, и платья, и ковры. Да, сделали новые тротуары, потому что я жил в этом районе 5 лет назад, и здесь не было тротуаров, здесь были грунтовые тротуары, а теперь сделали красивые бетонные тротуары. Надо узнать, кто у них мэр, кто у них навел порядок. О, шаурма. Красота. Можно купить себе красивый костюм. Местная мода. Вот сразу удобно. Понятно, что здесь зубной. И сразу видно, что тебе зубной делает. Здесь даже Apple магазин есть. Вон, смотри. Так, мы нашли настоящий Apple Store. Ты, кстати, смеешься, а я уверен, у них сейчас будут айфоны. Смотри. Какие-то старенькие айфончики. Почему старенькие? Ну да. Старенькие. За X $1030. Слушай, ну мы в Сомали находимся, а не где. Зато, видишь, они как красиво все сделали, все реклама, даже на полу есть. Все настоящее. Официальный, кстати, авторизированный дистрибьютор в Сомали. Вот уже к концу рабочего дня народ выходят отдыхать. Здесь вот всякие ресторанчики. Да, это вот главная торговая улица. Наша Тверская, видите? Магазинчики на любой вкус. Sorry, what is this? What this box for? If you need to change money. Change money. Yeah. Да, окей. У них есть номер телефона, на который ты звонишь. Вот смотри, вот видишь, он у себя на телефоне вводит этот номер. Да. Что-то пишет, я не знаю что. Так, и они сейчас должны ему дать из этой... Ему сейчас из этой коробки должны дать деньги. This is only what we have. Ага. This is what? $50. Вот этот мусор. Central Bank Сомалия. Да. Окей. Вот так вот выглядят местные деньги. Они имеют, у них только одна купюра есть, 1000 шиллингов, других нету.
Вот на этом месте 14 октября взорвался начиненный взрывчаткой грузовик. И это в тот день был... Когда проезжает здесь военная или полиция, нельзя снимать, поэтому приходится пускать камеру. В общем, на этом месте год назад, 14 октября 2017 года, взорвался грузовик. Погибло 587 человек. Сотни были ранены. Здесь находился отель, очень много уличных торговцев. Вот вы, как сейчас тоже видите, здесь много торгуют, здесь рядом рынок, много людей. Беспрецедентный теракт. И вот здесь видно разрушенное здание. Правительство поставило здесь такой вот своеобразный монумент. 14 октября назвали. Он уже разваливается, как-то выглядит так себе. Ну, тем не менее, вот это место, где год назад произошел теракт. А сейчас вечер, пробочки и десятки маршруток снуют здесь туда-сюда. В основном такие вот тук-туки, либо маршрутки, в которые набивается какое-то немыслимое количество людей. Вот маршрутка едет. То есть там все не помещаются, поэтому народ еще свисает из дверей. А вот чувак стоит что-то с деньгами. Уличный торговец продает какие-то соки. Все, надо идти, говорят, окей. كاميرا لا ياخذوها كاره هاي لا ياخذوها كاميرا لا يولدها Наши ребята в синем, и они вот по периметру все оцепляют, вот, и никого не подпускают. Да, наши в синем, и они вот недавно отогнали от нас чуваков в зеленом. Знаменитые пляжи в Могадишо. Здесь вот отдыхает народ. Здесь немножечко насрано. И мы приехали на рыбный рынок. Значит, осталось здесь научиться отличать одних от других, потому что вот он показал сейчас такую-то охрану в камуфляже и сказал, что с теми они не смогут договориться, если что. Ага. Это у нас рыбный рынок. Все прям на полу происходит. Ох, офигеть. Тут какой-то просто акул разделывают на полу. Тут главное не поскользнуться. А вот здесь можно сразу свежую акулятину купить. Все это еще огромное количество мух. Я не знаю, насколько они вам видны, но они тут еще мухи летают. Вот я, кстати, не уверен в свежести этого тунца. В общем, здесь может быть непонятно, но вот эта вот разделанная черепаха огромная. Вот ее панцирь. Вот лапки. Да, это самый необычный рыбный рынок, который я видел. А я видел много рыбных рынков. Но вот такого мы еще не видели. С этого, он веревку пропускает через жабры, чтобы его сейчас как рюкзак надеть. Она живая! Вон та живая. И это, они живые. С ума сойти. Причем одна из них, по-моему, Слушай, они еще живые, они лежат на солнце. Ну, такие полуживые, они их разделывают, они все живые. Они все живые, все черепахи. все. И те вон две. А это законно их продавать так? Чтобы они слишком быстро не сдохли, вот женщина их поливает водичкой. Ну, тут, конечно, такая жара, где-то плюс 35, так по ощущениям, поэтому я думаю, это особо им не помогает.
нас небольшая проблема. Маленькая проблема. Мы поехали встретиться с нашим знакомым, который Дима работает на ЮТР. В ООН, да, здесь у них миссия. В общем, в чем смысл? Что когда мы сюда ехали, а вокруг аэропорта здесь закрытая территория. И стоят блокпосты, несколько периметров охраны. И наши сопровождающие говорят, что мы можем туда заехать, но они в 5 вечера, в 5:30, они в 5:30 закрывают выезд. А нам нужно было выпить пиво. А любой алкоголь и бары, они находятся вот внутри этого периметра, где есть европейцы, где есть эти ООНовская миссия, солдаты и обслуживающий персонал. Мы поехали, сказали, все нормально, прорвемся. И просидели мы до 5:30. Наши чуваки нервничали, но теперь оказалось, что действительно закрыли ворота. И оба блокпоста, через которые мы могли выехать, они оказались закрыты. Вот. Вроде бы открыт дальний сейчас блокпост, мы сейчас пробуем выехать через него, но проблема в том, что мы приехали все без охраны. И наш водитель, мы уже отпустили домой охрану, он очень перепугался и сказал, что не открывайте окна и там сидите тихо, потому что мы поедем без охраны, и он очень переживает. Такой вот у нас экспириенс. Челлендж! Сейчас будем. Доедем или не доедем? Доедем. Или не доедем? Доедем. Или не доедем? Доедем. А если я не дойду? А если в пути пропаду? Что станет с моими зверями? Поскольку нам сказали сидеть тихо и не выебаться, придется сидеть тихо и не выебаться. Вот. Так, стоят броневики Африканского Союза. При этом они все какие-то ржавые. Так, идут солдаты к нам, сейчас надо будет спрятать камеру. Прячем. Мы выехали, все, здесь уже мальчишки, все, мы выехали из ООНовской базы. Мы приехали в школу. Так, света тут нету, как и дверей. 5 класс. 5 класс. Can I make picture? Yes. Учатся вместе и девочки, и мальчики, но они разнесены по разным рядам. Вот там вот 2 второгодника сидят такие явно. Это 5 класс. Давай, скажем привет. Давай. Вот, вот, молодец. Давай. Вот. Да. Все. Молодцы, детишки. Да. Вот дети кричат: ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Кричат детки. На сомалийском. Все, пока. Пока. Слушай, а в Басас-то университет получше, там проекторы были. Да. Все, дети, пока. Пока. Во. Пока. О, а здесь дети воспитанные. А это звонок, которым объявляет начало и окончание уроков. Все. Дверей нету, детей много, все чистенькие, одеты, хорошо. Прям тесно, видишь, у них парт так наставлена, что оттуда хрен выйдешь. Да. То есть вот в туалет, Да, хрен. оттуда не уйдешь. Пойдешь, все будут. Здесь дети учат сомалийский язык. Подожди, это в углу стоит. Тебя наказали? Стоял в углу. Все, он боится идти на место, мы спасли ребенка. Мы спасли из угла. Так, надо на обратном пути проверить, не вернули ли его обратно в угол после нашего ухода. Паутину вымыть нельзя. Почему? Потому что, мне кажется, они не видят ничего плохого, что у них такой срач здесь везде, и они просто не убирают. А вот еще 2 класса в таком пристройке. From Canada. Speak English. From Canada, yes. From Canada? Чувак вернулся из Канады в Сомали. Вот счастливая у чувака жизнь начинается. Where did you stay in Canada? What city? Okay.
висит портрет президента Сомали, который здесь плохо видно, но он почему-то обослан какими-то птицами. Никто даже и не протер портрет президента. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Закончилась наша поездка в Сомали. Посмотрели Могадишо, посмотрели Босаса. А теперь обратно турецкими авиалиниями в Стамбул. Здесь за забором видны эти ООНовские базы. Там можно разглядеть ржавую технику старую. Очень много старой техники. В основном это всякий металлолом Африканского Союза, броневики их. Они просто ржавеют или на запчасти их здесь держат, не знаю. И вот повсюду, видите, стоят вышки. Это вышки с охраной, с камерами, следят за порядком здесь. Очень большой лагерь, и вокруг аэропорта такая своеобразная зона отчуждения, кольцо, куда простых людей не пускают. Считается такой безопасный периметр. Ну и сами работники миссии, они тоже оттуда не могут выйти. Что, друзья, надеюсь, было интересно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Летим в Стамбул.